Друзья, как часто я слышу претензии, либо вопросы, либо в комментариях читаю, что вот я купил ТВ-бокс год назад, а он уже безбожно тормозит. И это, наверное, очень плохой ТВ-бокс, и я не виноват. Так вот, почему же тормозят ТВ-боксы, как часто их надо обновлять, что делать, чтобы они не тормозили, какие ТВ-боксы нужно покупать, мы разберем в этом обзоре. Поехали. Почему тормозит ТВ-бокс? Это плохой ТВ-бокс, это слабый ТВ-бокс. Мои программы все те же самые стоят, ничего не менялось, а ТВ-бокс через полгода уже начал лагать и тормозить. И таких вопросов каждый день их много, но давайте разберем, что же происходит. Человек покупает, допустим, какой-то бюджетный ТВ-бокс, даже иногда не бюджетный ТВ-бокс, проходит полгода, он установил какой-то набор программ. Ну давайте, вариант, допустим, разные варианты использования. Первый вариант, это когда он установил набор программ, ничего не менял, и через полгода он начал тормозить, при этом заметно тормозить в разных аспектах при просмотре IPTV, при просмотре фильмов, при просмотре там еще чего-то. Он действительно начинает тормозить. Да и вообще в обычном обиходе он тоже начинает тормозить. Потом, второй вариант, это когда человек покупает, что-то устанавливает, потом что-то доустанавливает, переустанавливает, и все равно приходит к тому, что ТВ-бокс вывешивается. Вернее, он смотрел одно, потом насмотрелся моих обзоров, например, захотел смотреть нечто лучшее и, само собой, вывесил ТВ-бокс, считая, что этот ТВ-бокс должен вытянуть. В-третьих, человек купил изначально слабый ТВ-бокс, рассказывая о том, что ему нужен только YouTube и IPTV, попытался что-то смотреть лучше, и все равно у него не получилось, все равно виноват ТВ-бокс. И четвертый вариант, даже те, кто покупал ТВ-бокс тупо для IPTV, все равно получают через полгода фризы. Давайте теперь по порядку. Первая и самая явная причина, почему начинает тормозить ТВ-бокс, это сервисы самого ТВ-бокса. Зачастую это Google сервисы, от которых вообще зависит наши Android-коробки, зависят. И получается что? Если проследить, вот мы сейчас давайте с вами проследим даже элементарный момент какой-нибудь, ну, например, на примере YouTube Android TV. Вот, смотрите, YouTube Android TV. Если проследить историю самого по себе приложения, то, например, в 2015 году это приложение имело размер 8 мегабайт. Это просто APK файл не распакованный, то уже на апрель 2027 года он имеет размер 19,7 мегабайт. Это в 2,1, в 2,2 раза больше. То есть сам по себе файл, даже если брать год назад, вот сейчас апрель 2021, мы возьмем давайте на апрель, где тут апрель было в апреле, май. Ну, на апрель 2020, то оно было 16 мегабайт, а сейчас оно стало 19, то есть оно постепенно растет. А в памяти каждый из них, распаковываясь, будет занимать еще больше. То есть у нас вырос функционал каждого приложения и плюс вырос размер этого приложения. Он в оперативной памяти занимает больше, это все очень-очень простыми словами. Он занимает в оперативной памяти больше и, само собой, выполняет больше функций, ему нужно больше процессорного времени. И это только одно приложение. Или, например, Android TV Home, которые могут мне привести в пример и сказать, но у него размер практически не изменился. И в 2018 году он был, например, 6 мегабайт и те же самые 6 мегабайт в апреле 2021 года. Но добавился функционал, которого не было ранее, который начал просто-напросто требовать, опять же, много процессорного времени. Или тот же самый Google App for Android TV, это тот вот самый голосовой поиск, о котором идет речь. И так практически со всеми. То есть Google App у нас тоже вырос в размере до 36 мегабайт. Плюс у нас есть, например, те же самые Google Play сервисы, которые тоже росли непомерно. Смотрите, допустим, год назад они были 28 мегабайт, а это сервисы, а сейчас они 32 мегабайта. И все это вырастает в распакованном виде больше, исполняемого кода больше различных функций. Это, в принципе, одна проблема, но не самая основная. То есть это комплекс проблем. То есть вы купили приставку, которая выдавала
выполняла там определенное количество операций за определенное количество времени, и старые приложения имели меньшее количество операций, которые им нужно было выполнить. Сейчас они выросли, это количество операций уже процессорного времени отъело больше. Но тут вы замечаете, что все-таки при просмотре телевидения начало тоже подтормаживать. А что же происходит? Тут уже идем в ногу со временем, все начали вокруг бороться за битрейт и за улучшение качества, и зачастую IPTV-сервисы это первые, кто это делают, и плюс онлайн-сервисы OTT типа Megogo, они тоже улучшают качество, то есть если раньше это было 576p, потом 720p, сейчас это 1080p, и тут вступает вообще другая фишка. Мы начинаем смотреть больше битрейт, и на декодирование этого потока, который мы получаем, необходимо тоже больше процессорного времени, и плюс нам необходимо больше интернета, то есть фактически больше ширина канала. И тут еще сверху накладывается, запоминаем, что у нас еще и Google сервисы выросли, да, там и Google Home, вернее Android TV Home тоже вырос, и им тоже нужно больше процессорного времени. У нас уже в совокупности имеется какой-то напряг. И если у вас достаточно немощная приставка, то тут уже начинаются какие-то моменты, то протормаживание телевидения, то протормаживание интерфейса, и к этим наложившимся проблемам у нас, допустим, мы же говорим не только про IPTV, некоторые из онлайн просмотра фильмов, например, из HD видеобокса, из просто когда онлайн начинают смотреть торренты онлайн, и там вообще процессор загружается очень сильно. И к вот этим вот всем, к этой всей совокупности проблем добавляется повышенный нагрев. И если в вашей ТВ-приставке слабоватое охлаждение, то появляется еще и тротлинг, который снижает производительность этой приставки, чтобы не было причинено ущерба самому камню, процессору и прилегающим компонентам. Первым страдает вообще от перегрева Wi-Fi модуль. То есть мы получили что с вами по итогу? Рост размера программ и функционала, которому требуется больше процессорной мощности, больше памяти требуется. Если не хватает памяти, вообще там происходит постоянная выгрузка андроидом. Плюс у нас появляются системные сервисы, тоже растут, им нужно больше времени. Потоки у нас вырастают, и IPTV, и YouTube мы начинаем смотреть 4К, там тоже битрейт вырастает. И переходим с онлайна на торренты, там тоже у нас возрастает и битрейт, и сам по себе трафик вырастает, и нужно больше тоже процессорного времени, чтобы обработать этот трафик от Wi-Fi модуля, который он получает. Это тоже очень простыми словами. И мы получили нагрев, получили еще и какой-то тротлинг, да? И вот мы уже имеем с вами приставку, которой вроде бы немного времени, но мы уже имеем стабильные тормоза. Тормоза при этом во всем. Это, конечно же, я сгустил сильно краски. Это относится к приставкам no name, относится к приставкам с достаточно слабыми процессорами типа Rockchip, Allwinner, по крайней мере, Rockchip старых ревизий. Или там, допустим, приставки с неоптимизированными прошивками на M-Logic. Есть тоже такая проблема. Но это еще не все. Установка сторонних приложений не для просмотра ТВ. Потому что, какие у нас не только ТВ, и кино. Например, некоторые пытаются установить мессенджеры, Telegram, Viber, WhatsApp, Skype, Google Duo, ладно, я еще принимаю, потому что он оптимизирован для Android TV. Вот эти все мессенджеры, это просто жесть для ТВ-бокса. Некоторые ставят Telegram, конечно, и там для чего-то там скачать программы. Вообще не понимаю, зачем это делать, если это можно прямо из облака Google через тот же Explore делать. Тут вопрос такой. Установили, да установили, но почему звучат тогда жалобы о том, что тормозит ТВ-бокс? Ведь эти приложения оптимизированы под планшеты и под смартфоны. И под Android TV-боксы они не совсем оптимизированы. А самый апофеоз тормозов — это то, что люди начинают смотреть фильмы на Smart TV-боксе. Купив Smart TV-бокс, начинают смотреть фильмы в браузере. Это вообще сверх ненужного действия. Я понимаю, когда вы смотрите какой-то мега интересный ресурс, которого нет нигде. Там какие-нибудь НХЛ, там лигу там какую-нибудь я видел, ребята смотрели отдельные ресурсы, где не было ни приложений, ни каналов, ни M3U плейлистов. То есть, приходилось. Но когда смотрят фильмы, заходят в HD-резку, заходят на сайт HD-резки в браузере и смотрят эту самую HD-резку, это просто полный трэш. И вот в этом моменте приставка работает просто
просто неправильно. И тут уже накладывается и увеличение трафика, и реклама, и майнеры всевозможные. Такое тоже бывает, когда начинают майнить при использовании таких вот интересных сайтов, да еще и 1xbet в полном объеме получать в свой мозг напрямую. Такое тоже бывает. Но и тут еще не все. Некоторые могут сказать, что да, ты прав, увеличивается трафик, но мы переходим на новые кодеки, да, ну относительно новые, то есть если раньше в основном торренты все смотрели H264, то сейчас смотрят H265, и вроде бы там торрент меньше, трафика приходит меньше, и все, вау, зашибись, и вроде бы греться должен меньше. Но я вас расстрою. Дело в том, что не зря он ужимает сильнее, то есть энкодирует, и на декодирование того же самого потока H265, если у вас недостаточно мощный процессор, уходит больше процессорной мощности, несмотря на аппаратное декодирование. То есть, если измерить температуру декодирования H264 и H265, то температуры, выделяемые процессором при декодировании H265, немного выше. И это тоже может приводить к дополнительному нагреву и тротлингу. Но слушайте, ладно, что же нам делать, чтобы наш ТВ-бокс не тормозил? То есть мы понимаем, что первое, это нужно либо купить достаточно мощный Smart TV Box с заделом на будущее, с мощным процессором, и чтобы у нас там все приложения, как бы они ни обновлялись, он мог выдержать это все. Ну, это да, это я согласен. Но лучше всего самое элементарное совет вам, это, но мы с вами запомним некоторые правила из самых элементарных советов. Если вы купили ТВ-бокс, установили все, что вам нужно, и это все работает, и голос, и сервис, и ничего не тормозит, отключить автообновление в Play Market. Я не буду показывать, как это делать, разберетесь сами. Почему? Потому что Play Market есть разное множество. То есть, например, там есть для чистого Android, для Android TV, есть он как в Google Play, есть старого образца Android TV Play Market, есть нового образца Android TV Play Market. Просто зашли, отключили. И не обновлять эти самые приложения, пока работает. Перестает работать, начинаем обновлять. Потому что зачастую вот у меня вылазят вопросы, у меня пропал голосовой поиск, что делать? Идти удалять обновление Google App. У меня там начало отваливаться какой-то Bluetooth пульт после последнего обновления какого-то приложения. Идти удалять обновление. Не обновляйте приложение, пока это все работает. То есть работает отлично. Если что-то будет кардинальное, суперовое отличие, мы обязательно выпустим видео и скажем: ребята, вот там вот все изменилось, видоизменилось, и все стало классно. Поэтому лучше подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить это все действие. Теперь, не смотреть видео в браузере. Используйте специальные приложения. Этих приложений, благо, огромное множество для просмотра фильмов. Даже ту же HD-резку, если вы смотрите через браузер, загрузите приложение HD-резка. Да вообще, HD Video Box, Lazy Media Deluxe. Это для онлайн-вещания. VPlay для онлайн-потока. Не для торрент-потока, а для онлайн-HTTP потока. То есть VPlay. Пожалуйста, смотрим, не нарадуемся. И если вы хотите смотреть торренты, то вам не обязательно что-то закачивать, вам не обязательно что-то делать. Онлайн-приложение, в том же видеобоксе, в том же Lazy Media Deluxe. Не нужно мучить браузер. Бросьте вы ваши браузеры. В браузере максимум новости почитайте. Все, не нужен он вам. Серьезно вам говорю, бросайте. Потом, купите 5 гигагерцовый роутер. 5 ГГц однозначно увеличивает производительность приставки, даже на 100 мегабитных каналах. Даже на 100 мегабитном интернете это вам принесет улучшение производительности, потому что у него не будет проседания в 2.4 при подключении других устройств, при том, как другие устройства начинают потреблять. При появлении, допустим, включился где-то роутер на 2.4, начинает меняться ширина канала, перепрыгивать с канала на канал, и эти все проседания тоже обязательно ведут к потере быстродействия. Позаботьтесь об охлаждении вашего ТВ-бокса, проведите тротлинг-тесты, просмотрите, как это все работает, насколько он греется. Если вы не знаете, как это проверить, ссылочка на видео о том, как следить за температурой ТВ-боксов, как понять, греется он, не греется, как понять, нужно ему охлаждение или не нужно ему охлаждение, тоже в описании под видео. Ну и, конечно же, изначально покупать правильные ТВ-боксы, которые способны с нормальным охлаждением работать.
В частности, с большим запасом мощности. На текущий момент это самый мощный, это, конечно же, NVIDIA Shield TV. Он способен выдержать любые обновления, он способен выдержать любую нагрузку. На текущий момент пока что он достаточно мощен. Ну, у него есть свои вопросы того, что у него HDR в YouTube нет, и там некоторые еще мелкие косяки, но это один из самых лучших ТВ-боксов. Если вас кусается цена, если вот действительно кусает цена, рассматриваем варианты на iMlogic S922X. Это тоже очень мощные ТВ-боксы. Их загрузить в ближайшие 3-4 года тоже не удастся на полную катушку. И он тоже будет выдерживать все обновления. Самые лучшие из них Yugus AM6+. Потом у нас идут белинки, как я считаю, на 922 процессоре. А потом уже все остальное. Да, то, что можно догнать. И в принципе можно поставить различные прошивки на них. Можно ставить Yugus ассоциированные прошивки. Такие как Slimbox, Vortex. Можно от Василия Шевчука ставить прошивки, это все не важно, но ваш процессор должен быть с запасом мощности. Если у вас не хватает денег на такое или вы ограничены в бюджете, то рассмотрите варианты на iMlogic. И на текущий момент iMlogic это очень бюджетное устройство. То есть вы можете купить ROG-чип, который идут и покупают за $30, считая, что там 6 на 128 памяти на текущий момент. Я видел 8 на 128, это вообще трэш какой-то. Либо там 4 на 64. Они считают, что в этом главное их преимущество. Но нет, если слаб процессор, то вы ему хоть 100 гигабайт памяти поставьте, он все равно будет еще хуже работать, потому что он не будет выгружать правильно приложение из памяти. Эти все приложения будут в той или иной мере в фоне работать. Поэтому вам нужно определиться с нормальной приставкой. Для того, чтобы правильно определиться с нормальной приставкой, у нас есть топ-5 устройств под любым из наших видео. То есть вы идете в разных ценовых категориях. Давайте я вам покажу пример. В YouTube вбив Технозон, ну или если вы уже наш подписчик, то, конечно же, зайдя на наш канал, можно поучаствовать в очень крутой акции по розыгрышу PlayStation 5 на момент съемки этого видео. А так, в любом из видео по обзору, да вообще под любым видео, вот, пожалуйста, остановим это видео, перейдем в описание, у нас есть здесь рейтинг топ-5 ТВ-боксов до $50, от 50 до 100, дороже 100, есть топ-10 пультов, топ-5 роутеров 5 ГГц. И это все у нас направлено на то, чтобы люди меньше всего страдали. Есть деньги, берите Shield, тогда вообще решите все вопросы. Нет денег, берите китайские ТВ-боксы, но не каждый ТВ-бокс подходит. У нас даже есть видео, какие ТВ-боксы покупать нельзя. Вот, какие ТВ-боксы нельзя покупать. И у нас таких видео вот в 2021 году, пожалуйста, заходите, посмотрите, там именно есть даже, я остановил видео, там есть даже ссылки на ТВ-боксы, которые покупать нельзя. Их нужно абсолютно избегать и бежать от них подальше. Но что же делать, если вы уже купили ТВ-бокс, он у вас нормально работал, проработал и стал безбожно тормозить? Вычищать все приложения, откровенно говоря, все удалять обновления, это, знаете, такое, повезет, найдете, не найдете. Я бы, на самом деле, вот что бы сделал бы я сбросил бы к заводским установкам, обычно всем это помогает, и вот как мне пишут, я вот сбросил к заводским установкам, он поработал месяц и опять стал плохо работать. Сбросили к заводским установкам, отключили автообновление, установили необходимые приложения и смотрим, пока он работает. То есть, если он работает и не тормозит, то ничего больше обновлять не нужно. Сами приложения, с которыми смотреть фильмы, допустим, те же самые Нумы, Lazy и различные IPTV-сервисы, они и так будут обновляться при каждом входе в приложение, если вы их, допустим, приобрели. Если растет ваш поток, именно битрейт тех видео, которые вы смотрите, и ваш процессор сам по себе не справляется, ну, тут уже, извините, нужно рассматривать вариант того, что этот ТВ-бокс отправить куда-нибудь на кухню на более слабый телевизор, а на более новый телевизор вам купить просто-напросто более мощный ТВ-бокс. И где их взять, какие ТВ-боксы, хорошие или нехорошие, мы вам уже объяснили. Ребят, видео сугубо информационное. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.